Многие легенды мира повествуют о гигантах, великанах, титанах во всех древних письменных источниках. Нам часто сообщают о находках в разных уголках земного шара скелетов людей аномального роста. Так, может, нашими предками были гиганты? В пустыне Сахара обнаружены захоронения каменного века. Возраст останков приблизительно 5000 лет. В 2005 годах было найдено около 200 захоронений. Всех их отличал высокий рост, больше 2 метров. Гигантские окаменелости были найдены в Турции. Кость ноги человека имеет в длину 120 сантиметров. Исходя из этого, рост человека должен был составлять 5 метров. В Австралии антропологи нашли окаменевший зуб высотой 67 и шириной 42 мм. По подсчетам, владелец зуба должен был иметь рост в 7,5 метров и весить 370 килограмм. Анализы определили возраст находки 9 миллионов лет. В одной из пещер обнаружили челюсть. Но несмотря на сходство с человеческой, размер найденной кости кажется аномально большим. Предполагается, что все основные монументы древности, египетские пирамиды, Стоунхендж, Сфинкс, были построены именно этими гигантами. По мнению ученых, гиганты — это и есть предшествующая нам раса, не путать с нынешним понятием, характеризующим принадлежность к той или иной национальности. Они овладевали необычными для нас психической энергией и жизненной силой. Раса арийцев появилась в недрах атлантической цивилизации около 1 миллиона лет назад. Арийцами называются все современные земляне. Ранние арийцы имели рост 3-4 метра, далее рост уменьшался. Ученые-антропологи даже находили рисунки на камнях инков. Они были обнаружены в Перу. И эти рисунки показывают, что люди жили с динозаврами. Сравнивая эти рисунки, ученые обнаружили удивительный факт: человек и динозавр имеют примерно схожие пропорции. Возможно, в эпоху динозавров обитали люди-гиганты. И человек в пасти у динозавра, а динозавр с отрезанной головой. Свидетельства о находках останков великанов находят практически в каждой части мира. Это и Мексика, и Перу, и Пенсильвания, и Тунис, и Техас, и Филиппины, и Сирия, и Марокко, и Австралия, и Испания, и Грузия. Стоит задуматься не столько о правдоподобности их существования, сколько о причинах исчезновения настолько более разнообразной и могущественной цивилизации, чем мы с вами. Фото огромных размеров скелетов или больших черепов с 2 рядами клыков в печати появляются довольно часто. Эти фото запечатлены в отдаленных местах Земли специальной группой людей, о которых ничего не говорится. Такие сокровища были обнаружены в Северной Америке и даже Ирландии. Быть может, это прямое подтверждение древних мифов о существовании могучих гигантов. Фото огромных размеров скелетов или больших черепов с 2 рядами клыков в печати появляются довольно часто. Эти фото запечатлены в отдаленных местах Земли специальной группой людей, о которых ничего не говорится. Такие сокровища были обнаружены в Северной Америке и даже Ирландии. Быть может, это прямое подтверждение древних мифов о существовании могучих гигантов. Фото огромных размеров скелетов или больших черепов с 2 рядами клыков в печати появляются довольно часто. Эти фото запечатлены в отдаленных местах Земли специальной группой людей, о которых ничего не говорится. Такие сокровища были обнаружены в Северной Америке и даже Ирландии. Быть может, это прямое подтверждение древних мифов о существовании могучих гигантов. Великаны — злые и могущественные создания, не брезгующие охотой на обычных людей. Упоминания о таких кровожадных созданиях встречаются в Библии и народных сказках. До сих пор некоторые верят, что в древние времена гиганты не только существовали, но и достигали от 10 до 28 метров в высоту. Ученые эти предположения опровергают. Гиганты, пережившие потоп в библейской книге «Бытие», а именно в 6 главе находится предположительное доказательство реального существования этих существ, появившихся в процессе совокупления падших ангелов с женщинами. Звучит примерно так: при увеличении популяции людей на свет появлялось все больше красивых дочерей, на которых женились сыны Божьи.
На что Господь заявил, что надо прекращать пренебрегать людьми и увеличить их жизнь до 120 лет. Примерно в то время и появились великаны, славные и могучие существа. Богу это откровенно не понравилось. Он создал людей, которые начали непростительно грешить, и принял решение наказать их всемирным потопом. Бог выбрал Ноя и научил его, как соорудить ковчег. На этом ковчеге Ной должен был спасти виды местных животных, растений и свою праведную семью. Согласно наследию иудеев, Ной взял с собой еще и гиганта Га. Сидел великан на крыше, так как не влез бы внутрь благодаря своим габаритам. Все древние высокие люди и произошли от него. А он в то же время создал царство Аморов и дожил до Моисея. Иудеи, миновавшие Египет, убили Га и развалили царство. Библейские герои встречались с гигантами и позже. Давид, будущий царь Израиля, осилил гигантского Голиафа, великого воина-филистимлянина. Рост его был 3 метра, что в сравнении с его предками немного. Кроме Библии, великаны упоминались и в иных религиях. Греки полагали, что в жилах гигантов течет кровь жителей Олимпа, поэтому они обладают божественной природой. Великанами являлись небожители, а также дети от смешанных браков. Историки из стран Греции и Рима честно уверяли, что сами видели останки гигантов, найденные строителями во время проведения раскопок. Человека, раскопавшего останок великана длинный в 5,5 метров, звали Павсаний. Геродот описывал случаи ношения спартанцами скелетов длиной в 3,5 метра. Эти скелеты служили им как очень ценная реликвия. В наше время довольно много интересных раскопок гигантских скелетов. Некоторые даже считают, что это материальное доказательство правдивости древних легенд и мифов. Но правы ли они? Таинственная находка на острове, пожалуй. Самой интересной находкой на острове Санта-Каталина являются таинственные артефакты. Остров находится около Лос-Анджелеса. Но в состав США он вошел в 1840 году. До завоевания острова испанцами там жили коренные жители-индейцы Тонгва. Впоследствии он стал основной базой для контрабандистов, а в период золотой лихорадки строились золотодобывающие шахты, производились поиски золота. В 20 веке из Массачусетса на Каталин переселилась семья, в надежде на более спокойное и счастливое проживание. Сын Глиддеров, в силу своего любознательного возраста, увлекся историей острова, также его интересовали всякие индейские легенды и мифы, которых в Каталине предостаточно. Но больше всего он любил археологию. И эту страсть в нем разжег доктор Фюрстинен после того, как он раскопал останок индейца в 2,5 метра. За 10 лет Глидден умудрился разграбить более 800 захоронений. Несмотря на то, что он не разбирался в археологии и раскопках, ему удалось найти уникальные артефакты, но о них немного позже. Глидден предложил теорию, основанную на местной мифологии. Согласно теории, на островке Каталина проживали племена голубоглазых, белокожих, высоких и шестипалых индейцев. Он раскопал более 4000 скелетов, и некоторые были довольно большими, но один выделялся своей высотой, достигая 2,8 метра в высоту. Но никаких останков не сохранилось. Поэтому в точность измерений приходится верить только на слово. Да и доказать шестипалость конечностей тоже не получится, так как большинство скелетов либо превратилось в пепел, либо просто утеряно. Как-то раз глава семейства раскопал вазу с прахом. Вроде бы обычная находка, если бы вокруг не было закопано 64 человека. Глидден надеялся вернуть спонсоров, но их это не заинтересовало, и выделять финансы категорически отказались. Там же нашли пещерные захоронения. Скелеты имели по 2 ряда зубов, специфичное строение лобной кости. Также рост их составлял 2 метра, у некоторых на голове сохранились рыжие локоны волос. На основе этих сведений написали многотомное издание описания рас Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов, так как исследования проходили официально, и вся достоверная информация сохранилась. Как было описано выше, от результатов раскопок Глиддена мало чего сохранилось.
Лишь коробка, которую обнаружили по нелепой случайности в 2012 годах, на тот момент уже полвека прошло после его кончины. Теперь эта коробка хранится в музее, а внутри ее пару больших костей, несколько записок и фотографий с места раскопок. Ирландская мутация-скелет, величиной около 3,5 метров в высоту, раскопали в 1895 году в Ирландии. Обхват его груди насчитывал 2 метра, что в сравнении с обычным размером очень много, а длина рук достигала 1,5 метров. Но не это самое интересное открытие. На правой ноге скелет имел 6 пальцев вместо 5. Начались споры в прессе, как только материалы артефактов опубликовали в СМИ. Одни утверждали, что найденный гигант утонул в период всемирного потопа. Вторые полагали, что ему удалось спастись с Атлантиды, затонувшей в Атлантическом океане. Но обе спорящие стороны надеялись на существование великанов в древности. В качестве аргумента они приводили мегалитические памятники Ирландии. Больше всего им нравилась дорога титанов, представляющая собой красивые шестигранные колонны из базальта. Находились они на побережье, недалеко от поселения Бушмиллс. Но геологи обнаружили, что эта дорога образовалась задолго до появления великанов, она всего лишь результат охлаждения лавы, и никакие гиганты ее не строили. Все же удалось понять происхождение рас ирландских гигантов. Заметили, что у некоторых людей, живущих преимущественно в Северной Ирландии, давно уже случилась поломка, которая привела к мутациям, напрямую влияющим на гигантизм местных жителей. Здоровые и крепкие ирландцы, ростом более 2 метров, страдают. Жить им тяжело, хоть внешне по ним и не скажешь.